So we'll be now starting to talk about our first application, which we've titled Evaluating Risk and Uncertainty Using Crop Simulation Models. Ну и, как я уже говорил в самом начале, сегодня поговорим уже о возможных способах использования DSA, то есть о приложениях. И в данном случае будем говорить о неопределенностях и рисках. So first of all, when we talk about uncertainty and risk, we want to say that we know that life is very risky, in fact, especially right now in the COVID-19 pandemic. Так, скажем, в общих терминах мы все знаем, что такое неопределенность. Вообще жизнь – это достаточно неопределенная и очень рискованная вещь, особенно учитывая текущие условия пандемии. And we also know that the future is uncertain as well. И мы знаем, что будущее тоже неопределенно. So really, how are we going to deal with the differences between risk and uncertainty? И тут главный вопрос какой? Как нам справиться с этой разницей между риском и неопределенностью? So just to look at some statements here, we first of all know, and I think you are very much aware of it, that tomorrow's weather is uncertain because many of you are in the business of predicting the weather for today and tomorrow. Так как многие из вас занимаются метеорологическими прогнозами, работают в сфере метеорологии, мы, наверное, вы согласитесь с тем, что какая погода будет завтра, это тоже достаточно неопределенный вопрос. If we look a little bit further out, we also know that the future weather, or we normally refer to that as climate, so we look at climate 2050 and 2100 is also very much uncertain, although we do talk about climate change and projected increases in temperatures and changes in precipitation. Ну и уже продолжая тему погоды, можно то же самое сказать и в отношении климата. То есть никто из нас не знает, какой, например, климат на планете будет в 2100 году, скажем. Да? Хотя делаются определенные прогнозы и моделируются, и мы видим, что согласно этим моделям должна происходить или прогнозируется, например, повышение температуры. So really what we're looking at is that we don't know what's going to happen ahead of time and what the outcome will be of any type of event or activity. Основная мысль здесь какая? Что мы заранее не знаем, какой будет результат. But we know that for many events, especially in fact when we talk about weather, that there is a chance that we have a certain outcome. For instance, if we talk about precipitation, again, we talk about a probability of a certain rainfall event and the amount of rain associated with that event. Но, с другой стороны, мы также знаем, что у определенных метеорологических событий, скажем, у дождя, у осадков, есть определенная вероятность того, что они будут иметь место. То есть есть определенная вероятность, что они случатся, что дождь пойдет, и что выпадет определенное количество осадков. So when we look at all these statements right here, the question is, are uncertainty and risk the same thing? И поэтому тут хочу поставить перед вами такой вопрос. Насколько схожи, является ли одним и тем же неопределенность и риск? So if we first then look at some expressions of risk shown here. Здесь на этом слайде вы видите некоторые из фраз, которые связаны выражения, которые связаны с риском. So the first one is the chances of losing money. Например, то, что есть шанс потерять деньги. If we look at poverty, and especially we have issues in developing country, we could have a probability of not having enough food. And in fact, even in the US right now, due to COVID-19 and unemployment, we have poverty and hunger here as well. Ну и если, например, перейти в сферу продовольствия, то можно сказать, что существует вероятность отсутствия достаточного количества продовольствия. Ну и, наверное, это более характеризует развивающиеся страны, но на самом деле вот с учетом пандемии COVID-19 и безработицы, которая сейчас, например, в США также имеет место, то и даже в таких странах существует такая вероятность.
So, and again, when we look at environment, especially weather in general, we can look at the impact of environmental damage due to a hurricane, or tornado, a drought, or a flood. Также, если переместиться, скажем, в сферу метеорологии, то можно говорить о том, что существует определенная вероятность нанесения определенного ущерба различными природными событиями, например, засухой или наводнением. So when we really talk about risk, we're looking at the probabilities of what we call unwanted outcomes. И поэтому, когда мы говорим о рисках, мы должны риски воспринимать как вероятность наступления нежелательных последствий. So sometimes we like to use Wikipedia for our definition. So what Wikipedia defines as uncertainty is, first of all, the lack of certainty, which is not very helpful. Есть такой источник, я думаю, вы тоже им пользуетесь, Википедия. И вот определение неопределенности, которое Википедия дает, это отсутствие, то есть неопределенность – это отсутствие определенности, что, в общем-то, не сильно нам помогает в понимании этого термина. So then the second part of the definition is a little bit more helpful. That states here that, the uncertainty is a state of having limited knowledge and where it is impossible to exactly describe the existing state, a future outcome, or more than one possible outcome. Но продолжается это определение, и там говорится следующее. Неопределенность – это состояние ситуация наличия ограниченных знаний, когда невозможно точно описать существующее состояние, какой-либо будущий результат или возможность того или иного результата. So then if you look at the definition out of Wikipedia as well, it states here that risk is the potential that a chosen action or activity, which also could include a choice of inaction, will lead to a loss or an undesirable outcome. И также в Википедии риск определяется следующим образом. Это вероятность того, что выбранное действие или какое-либо действие, что может быть также бездействием, приведет к каким-то потерям или к нежелательному результату. So, and also then with risk, we have the notion that it implies that we actually have a choice of that we can impact the outcome, either by making a decision or not making a decision. И в отношении риск, то есть риск, само понятие дает, этим понятием подразумевается наличие выбора, которое может оказать влияние на результат. То есть определенный результат при предпринятии какого-то действия или непредпринятии. So then really if we start looking at the difference between risk and uncertainty, we know that both imply doubt or ambiguity in the outcome of the event, but for different reasons. И поэтому, когда мы говорим о разнице между риском и неопределенностью, то что сразу же бросается в глаза, что оба понятия предполагают какую-то степень сомнения, не предполагают, а подразумевают сомнения или двусмысленности в исходе события, но по разным причинам. So risk is really defined here when we don't know what the outcome is, but we do know the distribution of the outcomes. И таким образом риск – это когда мы не знаем, какой будет результат, но мы знаем, какое может быть распределение результата. And uncertainty is defined here as when we don't know what the outcome is, and we also don't know what the distribution of the outcome is. А неопределенность – это когда мы не знаем, какой будет результат, и также не знаем, какое будет распределение результатов. So then if you look at farming, because we're really talking about crop modeling, we know that farming is a risky business. И уже поближе, скажем так, к делу мы с вами говорим о сельском хозяйстве, о прогнозировании урожая, поэтому сельское хозяйство, мы знаем, достаточно рискованный бизнес. We know that weather variability is one of the most risky factor of agriculture because weather varies from day to day, from today to tomorrow. We also know it changes from season to season.
And it also changes spatially. Одним из наиболее таких изменчивых факторов, влияющих на сельское хозяйство, является, конечно, погода, которая может меняться изо дня в день. То есть вчера она была такая, сегодня такая. Она также может меняться сезонно и географически, то есть в пространстве. And on top of that, farmers also have to deal with extreme events. That could be flooding, that could be a drought, that could be a frost event, or there could be also a high temperature. И кроме этого, фермерам приходится как-то справляться с так называемыми экстремальными погодными событиями или явлениями, как то, например, сильный ливень или засуха или наводнение. So on top of that, the farmers normally don't know when they plant a crop how much they will get as a price, so because the markets vary also from day to day. Кроме этого, перед фермерами стоит еще один риск. Они не знают каждый раз в начале сезона, когда они высаживают какую-то культуру, они не знают, сколько они получат прибыли, потому что рынок тоже очень изменчив. So on top of that, farmers have to deal with pests and diseases, so they can apply some chemicals, but in some cases that's also not possible or it is very expensive. Плюс к этому им нужно еще как-то бороться с вредителями и сорняками, что предполагает дополнительные затраты на соответствующие удобрения или средства борьбы. And then finally, governments have policies in place. We've known recently here in the US of our president that he has impacted some of the export of agricultural products, so that directly had a price impact on farmers as well. И что касается вот этих вот химических веществ по борьбе с вредителями или с сорняками, их нанесение, использование в некоторых случаях может быть невозможно, в некоторых случаях они могут быть слишком дорогие, поэтому фермеры не могут их использовать. Ну и еще на сельское хозяйство влияет государственная политика в сельскохозяйственном секторе. То есть могут быть, например, запреты или какие-то меры регулирования, связанные с экспортом или импортом сельскохозяйственной продукции, как, например, в США. So we know that many of these factors cannot be controlled by a farmer, but we still want to introduce the concept of how crop model prediction can actually help reduce uncertainty and risk. И мы, конечно, понимаем, что на большинство из этих факторов сам фермер, конкретный человек, влиять не может. Но все-таки мы делаем попытку прогнозировать, делать смоделированные прогнозы, которые все-таки позволят нам снизить степень неопределенности и степень риска. Again, some examples actually where we cannot deal with crop models. So this is a picture of a flood that happened in the US last year. There's a picture taken around March where we had a significant amount of flooding. И вот на этой фотографии вы видите одну из, то есть это иллюстрация ситуации, когда насколько бы мы хорошо не прогнозировали, не моделировали ситуацию, мы ничего не можем сделать. Эта фотография сделана в марте прошлого года, наводнение в штате Индиана. And this flood actually had a dual impact on the farmers, because you can see here the storage bins that were impacted with the crop that was harvested in 2018. So they lost that. And on top of that, they were unable to plant the crop in 2019, or they had to plant it late due to the flooding of the fields. У этого события было такое, он нанес событие нанесло такой, скажем, двойной удар, потому что вот мы видим здесь контейнеры, в которых хранился урожай, собранный в 2018 году. То есть этот урожай был прошлогодний уничтожен, и так как наводнение случилось весной, фермеры не смогли посеяться в нужное время, им пришлось это сделать позже, ну и это тоже имело воздействие на урожай. So I think flooding in your part of the world is not as important, but when I was searching the internet, I found this picture of drought. So I think drought is quite common in your 4 countries. So this is a drought that happened in Kazakhstan around 2010. И, конечно, для Казахстана, может быть, проблема наводнений не так актуальна, но мне удалось вот найти эти фотографии, которые были подписаны, что они из Казахстана, и я также нашел информацию о том, что в 2010 году Казахстан столкнулся с очень большой засухой на западе страны, и это тоже нанесло огромный ущерб сельскому хозяйству.
As you can see in the article, it also talks about heat waves. So on top of drought was also a heat that affected crop yield as well. И вот по данным этой статьи, то есть имело место не только засуха, но и волна экстремально высокой температуры. Это тоже добавило только отрицательного эффекта. So then when we talk about farming, we have the farmer in the loop really here who has to make a decision. So in some cases, he has an option to change his management practices, and in some cases he cannot. И в конце концов это все, конечно, сводится к решению самого фермера, что он решит делать, какие культуры высевать, какие агротехнические мероприятия проводить. So shown here on the list, some of the choices a farmer has. So for instance, he might be able to change his crop or his variety, but I know that, as we know, especially in Kazakhstan, you mainly grow wheat, so farmers probably don't have a choice to change the crop. Что может сделать фермер или руководитель сельскохозяйственной фермерской компании? Во-первых, он может решить изменить культуру, да, которую высевает. Но мы знаем, что в основном в Казахстане высевается пшеница и определенных сортов, поэтому, наверное, не так много свободы у фермеров вот, поменять структуру. So in the previous slide, we talked about drought. So a solution for drought is irrigation, but it means that we need to have an infrastructure in place to get the water to the farmer, and also we need to have access to water as well. So in many cases, that's not a possible solution. Как можно решить проблему засух? Обеспечить поля водой, соответственно, орошение. Да? Соответственно, это проведение или наличие каких-то сетей, по которым доставляется вода на сельскохозяйственные поля, что мы знаем, не всегда возможно по разным причинам. In some cases, a farmer can diversify his enterprises, meaning that he might be able to grow multiple crops, but again, that requires additional investments in infrastructure. Мы знаем также, что фермеры могут диверсифицировать свой бизнес, то есть ту продукцию, которую они производят, и кроме пшеницы, например, выращивать что-то еще дополнительно, но это связано с дополнительными затратами и инвестициями. So certain options for reducing risk would be for a farmer to carefully monitor his crop, especially for pests and diseases, and then apply pesticides to control some of those pests and diseases. Что касается борьбы с сорняками и с вредителями, также есть решение, то есть фермер может очень тщательно мониторить, контролировать ситуацию, смотреть, что происходит с полем, и вдруг, если будет замечено наличие там сорняков или вредителей, можно использовать химические средства борьбы, там пестициды, например. So one other option is to grow a crop in a controlled environment. So you can imagine here, for instance, a greenhouse. But again, I don't anticipate that we'll see that corn, cotton, or wheat will be grown in greenhouses anytime soon because of the cost involved, again, with that infrastructure. Еще одним вариантом стабилизации ситуации и снижения риска неопределенности является выращивание культур в контролируемых условиях, например, в парнике, в теплице. Но мы, конечно, с вами понимаем, что в ближайшем будущем ни пшеница, ни рис, ни хлопок не будут выращиваться в теплицах. Some cases, especially when a farmer has specialty crops such as fruits and vegetables, improved marketing could improve prices and just reduce his economic risks. В отношении таких культур, как, например, овощи и фрукты, хорошие маркетинговые мероприятия могут быть в состоянии снизить определенные риски, то есть снизить затраты фермера на выращивание и, например, повлиять положительно, повысить цену, прибыль, да, то есть цену, по которой фермер потом продает свою продукцию на рынке. And again, I'm not familiar with the situation in Central Asia, but I know that farmers here in the United States, they can purchase insurance to protect their crops. But again, in some cases, that insurance is very expensive. Я не знаю, какая ситуация в сельскохозяйственном секторе в Центральной Азии, но, по крайней мере, в Америке фермеры могут покупать, могут страховать свой урожай, что, в общем-то, тоже является одним из вариантов, как можно снижать риски, но это достаточно дорогое удовольствие.
And then finally, we know that our governments can be very powerful with respect to providing policies for farmers, either to give them protection or to look at marketing and export. И, как я уже говорил, серьезным инструментом является политика в сельскохозяйственной области, то есть это может быть какая-то поддержка фермерам со стороны государства или, например, в сфере экспорта, импорта. So then let's get back to the crop simulation models. So what we would like to do is show you some of our concepts with respect to DSSAT and how we can look at risk and uncertainty. Ну и давайте все-таки вернемся к нашим баранам, так сказать, поговорим поближе, то есть вернемся к моделированию урожая и о том, как этот инструмент может использоваться для оценки и снижения рисков. So hopefully by now you'll realize that these crop models can do a fairly good job by looking at the interaction between the daily weather conditions, local soil conditions, especially as it relates to soil, water and nutrients, crop management and genetics. Я надеюсь, что к настоящему моменту вы уже убедились в том, что модели достаточно интересные, хорошие результаты показывают в смысле взаимодействия метеорологических, почвенных, агротехнических и генетических факторов. So what we want to introduce to you is the concept of running the models in scenarios. And for those of you already running hydrological models or meteorological models are probably familiar with that. So basically you run a model to help address a what-if type question. И сейчас мы хотели бы показать вам, как систему DSSAT можно использовать и вообще другие модели можно использовать для, скажем так, анализа сценариев «а что если?». И те из вас, кто занимаются гидрометеорологическим или гидрологическим прогнозированием, наверное, в курсе, что это такое. So ultimately, what we like to do is develop different types of management practices, shown here as alternate management practices to benefit the farmer, but also possibly provide input to policy and stakeholders as well. Какова цель такой деятельности? Это разработка каких-то альтернативных агротехнических мероприятий, которые могут выполняться фермером для того, чтобы снизить риски. И это также может быть ценно в смысле разработки или усовершенствования соответствующих политик и нормативно-правового регулирования. So the two risk factors we can deal with in the crop models is one is weather, which we've already looked a little bit, and the second one we introduce here is economics and price uncertainty. Какие же факторы риска мы можем анализировать таким образом? Во-первых, это неопределенность погодных условий, мы об этом уже говорили. И второй аспект или второе измерение – это экономика, то есть цены на сельхозпродукцию. So some of the sources of uncertainty we have when we work with our modeling system is first of all our crop models themselves. Какие же у нас источники неопределенности? Ну, так как мы работаем с моделями, сами модели являются источником неопределенности. But for purposes of what we're trying to do here, we're going to assume that the models are more or less perfect. Ну, для целей работы с рисками и с неопределенностью мы все-таки предположим, что наши модели более-менее качественно работают. The second one is the parameters. So we're going to assume that the weather data you provide to the crop models, the soil data, crop management are correct. And we also hope that the genetic coefficients are somewhat correct, although you saw in Cheryl's presentation a minute ago that when she ran GLUE, she was able to obtain two slightly different set of parameters, but it was very similar. Следующее. То есть мы делаем предположение о том, что наши параметры, соответственно, данные, которые мы вносим в систему, например, по почве, по погоде, по генетике, по генетическим коэффициентам, они все более-менее соответствуют действительности, то есть они корректные. И вот помните, буквально в самом начале нашей сессии сегодня Шерил выполняла упражнение по калибровке параметризации генетических коэффициентов. И в
в двух разных случаях мы получили, хотя и близкие, но разные результаты. So then, with respect to the seasonal analysis, what we're going to talk about here in this presentation and the following exercise, we're going to assume that the models and the parameters are more or less certain, and what is going to be uncertain are going to be the inputs related to weather and economics, especially prices. Ну и, то есть, подводя черту, еще раз скажу, что мы предполагаем, что наши модели работают хорошо, параметры у нас также более-менее надлежащего состояния. И единственное, тогда у нас часть или источник неопределенности, это у нас метеорологические условия и цены. So some other assumptions we're going to make here, that these models are going to be operating at more or less a field scale. Еще одно предположение. Мы предполагаем, что модель будет отображать эффективную ситуацию на уровне какого-то, то есть в пределах какого-то определенного поля. So we're going to have the emphasis, first of all, on weather uncertainty, what already mentioned in the previous slides. В первую очередь поговорим о неопределенности, связанной с погодными условиями. So the new part we're going to introduce is the economic risks, as that is related to the production costs. So they're going to be the cost of the inputs and the uncertainty associated with those, as well as the prices and the uncertainty associated with the prices of the products. Вторая часть или второй источник неопределенности, о котором мы поговорим, это экономические риски, то есть которые мы также попробуем оценить. И, как я уже говорил, это связано как со стоимостью продукции сельскохозяйственной, так и с затратами или стоимостью материалов, которые используются для выращивания. So this is the context where we're looking at. So if especially you are very familiar with this, that we first of all can state that next season's weather is going to be uncertain. Ну и вот поэтому у нас получается, скажем так, картина такая, да, или контекст, в котором мы будем работать, что мы не знаем, какая погода будет в следующем году. So we're going to make the assumption that the historical weather data, and preferably we're looking at long-term historical weather data, at least for 30 years, and that they're going to be able to describe the uncertainty related to next season's weather. Мы также предполагаем, что те исторические данные, конечно, хорошо, если они у нас долгосрочные, то есть покрывают продолжительный какой-то период, что эти данные позволят нам уловить вот эту неопределенность, связанную с погодой, которая будет в следующем году. So then we're going to set up a scenario, and we call it here within quotes an experiment, because this is not a real field experiment. This is going to be an experiment on a computer. And we're going to use the historical weather data as input to run this particular experiment for a management system. Мы будем осуществлять эксперимент, он здесь стоит в кавычках, потому что это не в реальном мире эксперимент, а цифровой, да, на компьютере он будет производиться, и мы будем использовать вот эти исторические погодные данные как вводные. So when we use historical weather data, for each year we run the model, and that will give us a simulation. So that will result in what we call a distribution of yields and other outputs associated with the crop model. И каждый раз, когда мы будем прогонять модель для каждого года, по данным этого года, мы будем получать какие-то данные, какую-то вероятность. Мы это будем делать по каждому году. So what we're going to show you and how to do is trying to convert the uncertainty associated with the weather condition into a uncertainty related to yield. И уже на основании этого смотреть, какая у нас есть неопределенность, что касается погоды. Ну и самое главное, мы научим и покажем вам, как вот эти данные, показатели по неопределенности погодных условий, как мы их можем трансформировать в данные касательно неопределенности урожайности.
So we normally would like to evaluate different management options, just defined here as treatments again within quotes, because it is part of a what-if scenarios to evaluate those different options. И в качестве опытов, он здесь тоже, видите, слово treatment в кавычках, потому что в данном случае под опытом мы будем понимать разные сценарии, когда предпринимаются разные агротехнические меры. So the what-if type scenarios we can then run with the model. We can look at growing a different crop. We can looking at a different cultivar, variety, a hybrid or a clone. И, соответственно, мы будем менять вот эти параметры нашего эксперимента или сценария, а что если, и вот этим переменным параметром может быть, например, какая культура, сорт этой культуры, будь то искусственно выведенный или нет. We can look a little bit at when the crop should be planted, so it should be early or late, and we can also look at the spacing when we plant the crop. Мы также можем поиграться, например, с тем, когда производится посев, раньше, позже, с расстоянием между ростками. And of course, the inputs are going to be very important. So we can run what-if type scenarios, look at the amount of fertilizer that should be applied, or if irrigation is an option, the amount of irrigation that should be applied and when it should be applied. Ну и я вот упоминал стоимость или расходы на материалы, которые используются при выращивании культуры. Здесь имелось в виду материалы, например, это могут быть удобрения, да, или пестициды. Соответственно, мы также можем поиграться с тем, сколько, какие удобрения, какие пестициды и когда вносятся. And some other management factors could be tillage, although the model will respond, but we're probably not going to see much of an impact on yield. Or the question could be, when should the crop be harvested? Также мы можем поиграться с параметром вспахивания, например, да, то есть других агротехнических мероприятий. Это не всегда будет влиять на урожайность, но в любом случае этот параметр также можно туда-сюда менять. So then in the analysis, we're going to be looking at what we call probability distributions. First of all, we're interested in yield, but we also might be interested in some of the other outputs as well. Что касается самого анализа, нам нужно в первую очередь понимать распределение вероятности определенного урожая или урожайности, или, например, вероятность выщелачивания азота, или мы можем также проанализировать дату сбора урожая. Then we want to go one step further and take these yield realizations and actually calculate something we call profit or net income based on the prices of the products and the cost of the productions. Значит, с урожаем мы примерно уже представляем себе ситуацию. Кроме этого, после того, как у нас просчитаны вот эти сценарии, да, мы можем ввести в систему экономические данные, например, по ценам на определенную сельскохозяйственную продукцию и проанализировать ситуацию с экономической точки зрения, с точки зрения прибыли. And then we want to convert those outcomes into what we call a probability distribution of the profits that then will give us a statement about the expected profit for a certain scenario. И после этого уже перейти к следующей стадии – это анализ вероятностного распределения прибыли по определенным культурам или сортам и уже посмотреть, да, что у нас получается в каждом конкретном сценарии. And then ultimately that will then result in a decision, and that could be, these decisions could vary depending on what the decision maker is interested in. So he either might be wanting to maximize his profit, or might only be interested in trying to minimize his risk with respect to yield or some type of other criteria. И уже на основании этого будут приниматься определенные решения, да, то есть это зависит от того, к чему,
скажем так, какая цель у человека, который принимает решение. Может быть, будет принято решение отказаться от какой-то культуры или от сорта, потому что цель максимизировать прибыль. Или, например, кто-то может принять решение максимально снизить риски по определенному сценарию. So first of all, we want to go back and show you a little bit on how well these models respond to variation in weather conditions. So what you see here is a yield graph over time with year on the x-axis and yield on the y-axis. Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, насколько хорошо эта модель отражает изменения погодных условий. Здесь по оси Y мы видим урожай, по оси Y это у нас годы. I'm sorry. Sorry. So the green line corresponds to what the model simulated, while the purplish reddish line corresponds to what has been measured under field conditions. На данном графике зеленая кривая – это у нас смоделированные данные, и вот такая фиолетовая, да, это наблюденные реальные данные. We can see that the model does do a fairly good job in being able to predict this variability in yield over time, which is mainly caused by differences in weather conditions. И мы видим, что модель действительно достаточно хорошо отражает, то есть данные, которые были смоделированы, достаточно близко подходят к реальной ситуации, именно что касается вариативности урожайности по годам в зависимости от условий. По годам, извините. So how do we deal with that in the DSSAT system? Как же это все делается при использовании DSSAT? So when we talk about what we call seasonal analysis, we're going to run the crop models for what we call N years, and we would prefer to use at least 30 years of historical weather data to evaluate different management strategies. Мы будем проводить так называемый сезонный анализ, и для этих целей нам нужны исторические данные, которые покрывают примерно 30 лет. And we hope, because you're associated with the local weather observation system, that having access to long-term historical weather data is not going to be a problem. И так как большинство из вас работают в гидрометеорологических службах, мы надеемся, что у вас не будет проблем с получением доступа к погодным метеорологическим данным за такой период. So we're going to conduct an analysis for one particular location, and we're going to assume that the soil properties for that location are the same for each individual year. Мы будем проводить эксперимент в отношении определенного географического положения, то есть какого-то места, и будем предполагать, что ситуация солнечной радиации с освещением из года в год в этом месте повторяется. We're going to assume that for each simulation that we start with the same initial conditions, so we have the same soil moisture and soil nitrogen in the soil for each individual year. Мы также предполагаем, что каждый год у нас сезон начинается при одинаковых исходных условиях. Это имеется в виду почвенные условия, влажность, питательные вещества в почве и так далее. So then for one particular management scenario, we're going to assume that management is the same for each year, soil is the same, initial conditions is the same, but the only difference is going to be the weather conditions. И, как я уже говорил, мы предполагаем, что вот наш сценарий, имеется в виду какие-то агротехнические мероприятия, он тоже один и тот же из года в год. То есть единственным переменным параметром у нас являются погодные условия. Now we're going to assume that each year of simulation has the same probability of occurring in the future. И также мы предполагаем, что у каждого сценария есть равная вероятность повторения в будущем. So basically going to assume that future weather conditions have the same statistical properties as past weather conditions. So we're going to ignore climate change in this scenario. То есть мы со статистической точки зрения мы предполагаем, что у нас погодные условия стабильны из года в год, то есть мы не будем учитывать изменения климата глобальное, которое происходит.
So again, I want to emphasize this is not climate change scenario analysis. This is purely analysis to determine the best management practices for the upcoming growing season, either in 2020 or 2021. То есть еще раз повторю, что этот анализ не направлен на моделирование какого-либо изменения климата в будущем. Мы здесь хотим посмотреть, как будут различные агротехнические мероприятия влиять в тот или иной год на урожайность. And then if we've conducted these n years of simulation, we're going to create what we call a cumulative probability distribution. And I'll show you in a minute how we do that. And we're also going to look at the statistical properties of those simulations. И в конце, я об этом еще поговорю, мы предпримем попытку создать так называемую кумулятивную или интегральное распределение вероятностей и вычислить некоторые статистические свойства. So here's an example of a total of 25 different simulations. So the years are shown on the x-axis, and the bars represent the predicted yield of those 25 years, where yield can be as low as 0.25 for year 10, or can be as low as 4.75 for year 5. Вот у нас график. Здесь отображены данные по урожайности, по вариативности урожая на протяжении 25 лет. И урожай, как мы видим, например, в 2010 году он был примерно 0,25 тонн с гектара, а в некоторые годы, например, в 2005 год он был высоким, примерно 4,75. So these represent 25 unique simulations where the input conditions were the same with respect to the soil, with respect to crop management and initial conditions. And the only input we varied was the daily weather conditions. То есть, еще раз повторю, это у нас 25 прогонов, моделей, таких циклов моделирования, и все у нас оставалось одинаковым в каждый из этих годов, кроме погодных условий. So then if we here look at the numbers, and if we start on the left, we see a table. Again, where in the first column we have the year. In the second column, we have the yield. Now in the third column, we have probability. Вот у нас табличка слева, которая в первой колонке, как видите, это у нас годы. Второе – это урожай в тоннах с гектара. И третья колонка, где написано prob, это probability, то есть вероятность. So if you remember the graph from the previous slide, I told you that the highest yield was somewhere around, year 5, 4.7, and the lowest yield was year 10, 0.3. Как я уже, если вы вспомните предыдущий наш график, то самый высокий показатель урожая был 4,75 тонны с гектара, и самый низкий где-то 0,25, I think. Was it? What did I say? 25. Yeah. Oh. But it doesn't matter. Где-то около 0,3 тонны с гектара. So then we can assign a probability to each of those years. So hopefully you're familiar with that. We have 25 unique values. So we take 1 over 25. That will give us a probability of 0.04 for each of those individual years. И, значит, мы используем коэффициент вероятности, вернее, мы используем вероятность, которая у нас вот указана в третьей колонке, это 0,04, да, и в отношении каждого из этих сценариев. So then we're going to rank the yield. So we take the smallest value first, 0.3, to the highest value, 4.7. And then we're going to calculate the cumulative probability. So we're going to add a value of 0.04 to each value until we reach a probability of 1 for the highest value. После этого, я надеюсь, что некоторые из вас знакомы с понятием, с концепцией кумулятивной или интегральной вероятности. То есть у нас есть 25 уникальных значений, минимальные из них у нас 0,3, максимальное 4,7. Мы выводим среднее, и наша вероятность, перемножаем это, и у нас вместо простой вероятности получается
кумулятивная вероятность. Then we're going to take those two sets of numbers and turn it into a graph shown here on the right, where on the x-axis we have yield, and on the y-axis is a little bit difficult to see, but we have the cumulative probability starting at a value of 0, going all the way to a value of 1. И вот на графике, который у нас изображен справа, по оси X это у нас урожай, по оси Y это кумулятивная вероятность, максимальное значение у нее единица. So each of these points on this graph represents a unique simulation based on the historical weather data. То есть каждой точке на этом графике соответствует уникальный цикл моделирования на основании исторических данных. So we can see if we just calculate the mean of those 25 simulations, the mean is 2.65 tons per hectare. And the variability associated with that, the variance is 1.31 tons per hectare. И вот видите, на графике указано, что среднее значение, средняя урожайность на основании этих исторических данных 2,65 тонны с гектара и вариативность 1,31 тонны с гектара. In this particular case, if we tell a farmer that he's going to get a mean yield of 2.65, it really has no meaning for him, because we can see here that we actually have a distribution of yield that can be as high as 4.7 tons per hectare, or can be as low as 0.3 tons per hectare. Ну вот это среднее значение 2,65 тонны с гектара, конечно, для фермера, ну, это абсолютно бесполезные данные, потому что мы видим, что у нас урожай может быть таким низким, как может быть 0,3 тонны с гектара или, например, 4,7 тонны. Очень большая разбежка распределения. So we're looking at this cumulative probability graph. It allows us to pick a certain yield value on the x-axis and then look at the associated probability of obtaining that particular yield for that particular location. И поэтому вот этот график с кумулятивной вероятностью, он что дает нам? Какую возможность? Он дает возможность выбрать определенную точку, да, на графике, которая соответствует определенному сценарию или определенному сценарию того урожая, который нас устраивает, и посмотреть, какие у нас были переменные конкретно по этому сценарию. So then with the seasonal analysis program in DSSAT, it allows us to compare different types of management options and to provide a management decision or a management recommendation. Что касается сезонного анализа или программ по сезонному анализу, она позволяет нам оценить результат от определенных агротехнических мер и посмотреть в рамках одного вегетативного сезона и, соответственно, принять решение, что делать. And again, as I said earlier, we prefer that you use at least 30 years of historical weather data to account for the variability in the daily weather data. И, как я уже говорил, мы рекомендуем использовать как минимум исторические данные за 30 лет, для того, чтобы можно было с определенной долей вероятностью оценивать варианты, различные сценарии агротехнических мер. So then when we conduct the analysis, we first of all going to vary the management as input, and we're also looking at the prices. Что касается вводных данных, мы будем менять параметр агротехнических мер, и второе, будем менять параметр цен. So the outputs we can analyze would be first of all the biophysical output, so that would be yield, but we can also look at environmental impacts such as leaching, or we can look at resource use, such as the amount of irrigation required. And of course, then the next step is looking at economic outputs. Что касается результатов, нас будет интересовать, во-первых, биофизические характеристики, да, то есть какой урожай мы получили. Далее различные экологические факторы, например, фильтрация, да, и экономические. То есть сколько нам потребовалось удобрений, сколько потребовалось воды для орошения.
So then the management factors we can vary in DSSAT is of course the irrigation, which you worked with a little bit when you did the water balance simulations. So we can look at fertilizers, especially nitrogen. Что касается агротехнических факторов или факторов управления, у нас, во-первых, может варьироваться количество воды, которая поступила на поле, и мы уже с этим немножко побаловались, поработали. Также может варьироваться количество удобрений, особенно азота. In DSSAT, we have a chemical application input, but we really doesn't really respond yet, so we'll ignore that. But we can play with the other sections here, shown here the planting date, the crop selection, the cultivar variety selection, etc. Пока что функция выбора даты внесения удобрений, пока что эта функция не работает или не очень хорошо работает в DSSAT, но в любом случае мы можем побаловаться также с другими параметрами, как, например, дата высадки или выбрать культуру, выбрать сорт и некоторые другие вводные параметры. So we then have to introduce your concept of what we call automatic management. And again, when you did the water balance simulations, you're already exposed to automatic irrigation, because we know that irrigation is so much a function of when it rains. So in DSSAT, we have an automatic irrigation application to evaluate different irrigation options. Также система позволяет автоматизировать некоторые агротехнические мероприятия, в частности, орошение. И вы, когда работали с водным балансом, вы немножко с этим познакомились. То есть внутри этой математической модели дождь приравнивается, скажем так, к искусственному автоматическому орошению. For fertilizer, we used to have an automatic fertilizer application as well, but the model was very sensitive. So right now we recommend that you evaluate fertilizer options based on the number of days after planting when you apply it, or and the amount you apply. Что касается удобрений, там тоже есть определенные вопросы, поэтому мы рекомендуем при изменении этого параметра ориентироваться на количество дней после посева, после высадки. We also have an automatic planting option, so you can, and the model allows you to check the available soil moisture in the soil to decide when to plant, and it can also look at the soil temperature. Также в программу встроена автоматическая функция учета даты посева. Это может зависеть от, например, содержания влаги в почве или от температуры почвы. And then finally, we also actually have an automatic harvest option, especially when a farmer is trying to harvest, and after rain, we can check for soil moisture content. И есть встроенная также автоматическая функция даты сбора урожая, например, в зависимости от влажности почвы. So some of the biophysical factors we can analyze. So depending on, again, the decision the farmer wants to make, we can look at the various dates the model predicts. So this could be the planting date, if we select for automatic planting, a flowering date, a predicted harvest maturity date, or actually a harvest date if we use automatic harvest. Что касается биофизических факторов, которые мы можем проанализировать, это в первую очередь фенологические различные компоненты, то есть это дата посадки или высадки культуры, также дата наступления фазы цветения или, например, дата окончания сбора урожая, то есть достижение стадии зрелости. И дата, я уже сказал, дата сбора урожая, да. Извините. Of course, we can look at yields as well as the yield components. So if we're interested in harvesting the remainder of the crop for biomass as fodder, we can evaluate that. We can look at grain size, and we can look at the number of grains. И еще один фактор, который мы можем проанализировать, это урожай сам и его составляющие. Если, например, нас интересует надпочвенная часть растения в качестве корма, или, например, для целей заготовки сенажа, то мы можем посмотреть на массу зерна,
и на массу просто на почвенной части растения. So here already the component I just mentioned, so maybe I'll skip this for just time purposes. На этом слайде просто из-за экономии времени я пропущу. В общем, то же самое, что я говорил ранее. And some of the environmental factors, when we did the nitrogen simulation, we know that the model can predict nitrogen leaching as well. And in many locations, there's a strong interaction between the amount of nitrogen fertilized, rainfall, irrigation, and nitrogen leaching. So again, in seasonal analysis, we can analyze nitrogen leaching. И некоторые экологические факторы или факторы окружающей среды, которые мы также можем анализировать. Во-первых, это связано с, здесь написано pollution, то есть загрязнение, но это не совсем загрязнение, то есть это все, что связано с окружающей средой. Например, азотное выщелачивание, например, сток и другие экологические факторы. So then with respect to how we're going to analyze this, we first of all can start with looking at the mean value and the standard deviation or the variance, which I showed you in one of the earlier slides. Что касается математического измерения, да, или математических аспектов, нас в первую очередь интересуют средние значения, стандартное отклонение. You can also look at the extremes, so we can see what is the lowest yields we can obtain and the maximum yields we can obtain. And again, we saw some of these numbers in the example a few slides ago. Нас также может интересовать минимальные и максимальные значения. Вот на несколько слайдов назад у нас были параметры, то есть у нас были данные по максимальному и минимальному урожаю. We can also look at percentiles, so we can look at the number of cases that fall within the first 25%. We can look at 25 to 50 or 50 to 75. Также нас могут интересовать процентили, то есть значения, которые находятся у нас в диапазоне от 0 до 25%, их вероятность от 25 до 50% в этом диапазоне или от 50 до 75%. We then also, within the analysis program, we can look at the cumulative probability distribution. And again, I showed you a few slides ago on how we create those cumulative probability distributions. Также нас может интересовать совокупное распределение вероятности. Извините, распределение кумулятивной вероятности. And then finally, we have an economic analysis referred to as the mean Gini dominance that allows us to determine what is a dominant scenario. So a dominant scenario is more or less the best of or we define it as the best scenario we should recommend. И еще один момент, который нас может интересовать, это так называемые доминирующие или доминантные сценарии. Их также еще называют доминантные сценарии Мина Джини. So here is an example of an output that comes out of the seasonal analysis program. So here on the left, you see 6 different scenarios where we compare rain-fed low nitrogen all the way to irrigated high nitrogen. Вот в таком виде после работы программы выводятся результаты. Мы здесь видим 6 разных опытов или сценариев, как ситуация может развиваться. Под первым номером это у нас богарный с низким азотом, вплоть до орошения с высоким азотом. So the crop I forgot to mention that is actually maize, and then the next column we can see the mean values that go as low as 4.2 tons and as high as 11.4 tons. Я забыл упомянуть, что у нас культура маис или кукуруза, и следующая после указания культуры у нас колонка, в ней указывается урожай. Мы видим, что урожай среднее минимальное значение где-то 4,2, вплоть до более 11 тонн. Then we have a column that shows the standard deviation, a column for the minimum values, and a column for the maximum values for each of those unique scenario simulations. Следующая колонка – это у нас стандартное отклонение, и
последние две, min-max, соответственно, минимальные и максимальные значения, которые соответствуют каждому из этих сценариев. So here are the same simulations, but now presented in a cumulative probability distribution. So again, we have 6 different scenarios ranging from irrigated high nitrogen to rain-fed low nitrogen. Это другой способ представления тех же самых результатов, только не в виде таблицы, а в виде графиков. Еще раз повторю, что у нас 6 сценариев, то есть багарная или без полива с низким азотом, вплоть до с орошением и с высоким азотом. So on the x-axis we have the yield, and on the y-axis we have a cumulative probability going from 0 again to 1. Опять же, по оси X это у нас урожай, по оси Y это кумулятивная вероятность от 0 до единицы. So each of these squares represent a unique simulation for a particular scenario and for a particular weather year. То есть каждой точке, вот, которую вы видите, они цветом обозначены, каждой точке соответствует уникальный цикл моделирования. So we can see for the irrigated high nitrogen, which are the blue squares, that the lowest yield was around 10 tons and the highest yield was around 14 tons. То есть, например, то есть это по каждому сценарию и в данном случае синие точки это у нас сценарии с поливом от, скажем, от сценария в диапазоне без, то есть низким азотом и до высокого азота. Мы видим, что у нас примерно получается 10 тонн с гектара это без полива и с поливом почти 14. And we also don't see much differences between the lowest value and the highest value. И мы видим, что разница распределения минимальных и максимальных значений не очень большое. So we can compare that with rain-fed low nitrogen, which are the red squares, where we can see a range of 8,000 kgs, 8 tons, all the way to around close to 1 ton or 1,000 kgs per hectare. В то время как это что касается вариантов с поливом, да, когда достаточно воды. А что касается багарных сценариев, то разбежка достаточно большая, да, от где-то примерно 800 килограмм с гектара до где-то 8 тысяч, то есть до 8 тонн, да, от 800 килограмм до 8 тонн. So on this graph, we can clearly see that the irrigated high nitrogen is dominant over any of the other management scenarios given the same type of weather conditions. Ну и, в общем-то, совершенно очевидно из этого графика, что доминантным сценарием здесь является сценарий с орошением, с высоким азотом, вне зависимости от погодных условий. So, and again, we can show this in a slightly different graph. So this is the equivalent of what we call a box and whisker plot, and we call it a box plot. And again, we have the 6 management scenarios shown on the x-axis, and we see harvested yield on the y-axis. Это немножко другой вид представления результатов моделирования. Мы называем это график колонками, или не знаю, как это сказать. То есть, опять же, те же самые сценарии у нас представлены вот в таком виде. И по оси X это у нас наши различные 6 сценариев, а по оси Y это урожай. So the asterisk represents the median, so 50% of the cases below and 50% of the cases above the asterisks. Вот эти звездочки на колонках, они означают 50-процентную, вот этот 50-процентный порог, то есть мы видим, что какие значения находятся. I'm sorry, I didn't get that. Could you repeat that again? So the 50th percentile, the asterisk, it means that 50% of the cases is below this value and 50% of the cases is above this value. Значит, вот этот крестик, да, или
который находится в центре каждой из колонок, обозначает, что 50% значений относятся к 50% процентили. Находится ниже этой точки. Ну да, выше и ниже этой точки. То есть у одной половины этих значений вероятность 50%, и у другой половины вероятность 50%. So then if we move on to the economic factors, we need to first of all look at the costs of the inputs. So there's a cost of the seeds that we put into the ground. We have the cost for the irrigation, both the energy cost to apply the irrigation, the cost of the water. We have fertilizer cost, and we have fixed costs. Что касается экономической составляющей, нас здесь интересуют расходы на вот эти материалы, да, или на вводные. Здесь имеется в виду затраты на зерно, которое мы будем сеять, например, затраты на орошение, на удобрение и цены на соответствующий материал. Then we have prices, so farmers mainly get paid for the price of the grains or the seed, but as he's also selling his byproducts, just a fodder, he can also get a price for the byproduct. Какие-либо другие фиксированные затраты, связанные с сельскохозяйственной деятельностью. Также в данном случае с экономической точки зрения нас будут интересовать цены, то есть то прибыль, которую может получить фермер, продавая выращенное зерно, но так как кроме зерна там еще будут побочные продукты, например, вот зеленая масса, которую он также может продавать, мы можем учитывать и эту прибыль. So then that allows us to calculate what we refer to as gross margins or net return. И, соответственно, мы можем смоделировать такие показатели, как валовая и чистая прибыль. So in a seasonal analysis program, we actually have a very simple price file for the price inputs, for the economic inputs, and you see an example here. Значит, в программе по сезонному анализу у нас есть такая очень простая табличка, которая учитывает экономические данные или параметры. Вы ее видите на экране. So the variables are defined here in the first column. So the first one right here is the grain price. И вот наши, так сказать, переменные. Первое, и мы видим их название в самой первой колонке. Это цена на зерно. Then we can assign a distribution to these variables. So right here, as you can see, for the grain price, we've assigned a normal variate with a mean and a standard deviation. Мы также можем задать распределение значений. То есть у нас могут быть, например, мы можем задать среднее значение и стандартное отклонение. Because we know that grain prices vary over time, so depending on the type of distribution we have, this can be defined here in the economics editor. Мы знаем, что цены на сельскохозяйственную продукцию могут меняться в течение года, и поэтому это очень удобно. Мы можем задать эти параметры. For some of the other inputs, for the byproducts, we've assigned a value of 10 here as a fixed value, and for our costs, we've assigned fixed values with no distribution. But again, we can change that as shown here for the grain price for the inputs as well. Также мы можем задать параметры, например, урожая, так сказать, побочных продуктов и задать диапазон издержек, то есть объема издержек. And in fact, we even have an option for the different scenarios shown here as treatment to assign a different type of economic distribution if we so desire. Также есть возможность задания того распределения, которое нас интересует. So then here's a very simple equation how we calculate this gross margin.
So we basically assume that gross margin is the same as net return. Функция или формула расчета валовой прибыли очень простая. Мы ее приравниваем к чистой прибыли. So we define then gross margin as the price times the yield, and we subtract the production cost. Ну и, в общем-то, это значение также очень просто получить. Формула – это цена за единицу на объем урожая минус затраты. Because we're conducting our simulations of historical weather data, we have, for each individual year, we have a unique yield value, and we have a unique price value, and we have a unique input cost value. Так как наши сценарии мы прогоняем, у нас есть исторические данные за достаточно продолжительный период, каждому из этих параметров мы присваиваем индекс или код, так как по каждому году у нас есть своя, например, свои данные по урожаю, по стоимости материалов и зерна. We also have different yield components shown here with the I value. So again, if we're harvesting both the grain and the byproduct, we have two different yields and two different prices. Значит, этот у нас коэффициент К, который соответствует определенному году. Также то же самое у нас есть данные по количеству урожая и по количеству материалов, которые использовались в тот или иной год. And then we have the same for the inputs, where we could have multiple input components. We have the prices of the seeds we put in the ground, the cost of irrigation, and the cost of fertilizer. Под вот этим input, да, или материалами понимается, например, количество и стоимость зерна, которое высевалось в определенный год, или, например, затраты за конкретный год на орошение. So then the top part here of the slide again shows the same equation from the previous slides. But then if we move to the center part, we can make several assumptions. So first of all, if we start with the assumption that prices and costs are fixed, so this means the prices and costs are certain, then the only uncertainty we're going to deal with would be the distribution of the yield due to the weather uncertainty. Вот здесь повторяется формула, которую мы видели на предыдущем слайде, но следует сказать о предположениях, которые мы делаем. Первое из них – это если цены и затраты являются фиксированными, то есть определенными в нашем случае, неопределенность валовой прибыли или чистой прибыли будет обусловлена только неопределенностью погоды. What we're really interested in is also deal with the economic uncertainty. So if the prices and the costs are uncertain, then the distribution of the yield, the prices and the costs are used to deal with the uncertainty, to calculate gross margins. And now we have the convolution of two random variables, one associated with the economics and one associated with weather. И второе предположение, что если цена также является неопределенной, то распределение прибыльности или доходности цен и затрат можно использовать для расчета неопределенности валовой прибыли. В данном случае, то есть в такой ситуации мы получаем как бы сочетание двух случайных неопределенных величин. Одна связанная с ценой или с экономической составляющей, другая с погодой. So now the decision criteria we have to deal with is, first of all, we need to look at what we call mean variance analysis. I'll show you an example of that in a minute. Then we need to look at what we call stochastic dominance analysis or the mean Gini dominance, which we briefly discussed in some of the earlier slides. Какие же критерии для принятия тех или иных решений? Во-первых, нам нужно проанализировать так называемое проанализировать среднее отклонение. Также мы должны провести анализ стохастического доминирования, и мы уже об этом вкратце говорили. Это вот эта функция мина Gini. So if we start with the mean variance, we have E as means and V as variance. Значит, начнем со средних отклонений. И в данном случае
тут аббревиатура в скобках, и это у нас mean, то есть средняя, v variance вариативность. So we call a case or scenario efficient when we have a very high mean value and when we have a very low variance value. Мы считаем тот или иной сценарий эффективным при высоком значении и низком значении v. So here's an example of where we're comparing two different cases. So we can say that A dominates B if the mean value of A and B are the same, but the variance of A is less than the variance of B. Ну и на уже конкретных примерах мы говорим, что А доминирует над Б в случае, если значение И по сценарию А равняется значению И по сценарию Б, но вариативность А меньше вариативности Б. Or we can say that A dominates B when the variance of A and B are the same, but the mean of A is greater than the mean of B. Или мы также можем сказать, что сценарий А доминирует над сценарием Б, если вариативность сценариев А и Б одинаковая, но среднее значение по сценарию А выше средних значений по сценарию Б. Unfortunately, in the real world, that's not how things operate, so we then have to plot it. So what you see here on the x-axis is variance, is a very high value, and on the y-axis you see mean. And note that this is monetary returns per hectare, so we're not looking at yield anymore, we're now looking at economic values, so this could be dollars per hectare. Ну и понятно, что ситуация в реальной жизни не развивается так, как она развивается внутри математических моделей. Вот так это примерно выглядит уже в экономических показателях, в экономических единицах, то есть в прибыли, например, в долларах с гектара. И мы по оси X это у нас вариативность, по оси Y среднее значение. These are the same 6 scenarios we were looking at earlier. So we're comparing irrigated high nitrogen versus rain-fed low nitrogen. И это те же самые 6 сценариев, да, которые у нас были, значит, с орошением и без орошения, с низким и высоким азотом. So what we're looking at is a value that has a very high mean return, because this gives us a lot of money back, but we're also looking for low risk. So we're looking for a low variance, but we can see that some of those 6 scenarios actually located in this corner right here. You mean which number? No number. So we're in the best case scenario, we're looking at something that's located in this corner. Yes. Sorry. Значит, так как мы здесь, то есть нас интересует прибыль с гектара, да, нас интересует что? В первую очередь, это самое высокое среднее значение по урожаю и самое низкое значение по рискам, по вариативности. И поэтому это где-то вот должно быть в верхнем правом, извините, на графике. Is it top left? Top left, yeah. Yes. То есть по оси Y мы должны быть максимально близки к нулю, и по... Извините, да, по оси Y мы должны быть максимально быть вверху, а по оси X максимально близки к нулю. So if you present this case to a decision maker, say a farmer, so depending on what we call risk averse a person is, he might decide to go for a case that provides a lower mean value, but also a lower risk, meaning a lower variance. If a person is a little bit more risky, he might go for case number 4, where he will get a higher mean return, but the variability associated with that, the variance is also much higher. Ну и в зависимости от того, скажем так, насколько рискованным, да, или какое решение, какой человек принимает определенное решение, чего он больше хочет и чего больше боится, да, этот человек, который принимает решение, может выбрать вариант, например, 5 и 3, да, которым соответствует достаточно высокий средний урожай с гектара и достаточно низкая вероятность возникновения того или иного риска. Или, например, если человек более, скажем, такой азартный, да, или рисковый, он может принять решение
в пользу четвертого сценария, то есть по которому средняя урожайность выше, чем по пятому и третьему, но и вероятность возникновения рисков тоже выше. So then after we've looked at the mean variance, we can also look at what we call stochastic dominance, where we compared the cumulative distribution functions, now not of yield, but of the economic returns. Ну и что касается стохастического анализа доминирующих сценариев. So in this case, when we compare the stochastic dominance, we compare the curves. And again, it's somewhat difficult in words. Let me see if I have a slide. So this is better to explain. So here again, we have the 6 lines, but now we don't have the yield on the x-axis. We have economic returns on the x-axis. Ну и, наверное, лучше это все объяснять не предложениями, скажем так, не словами, а глядя на график. В данном случае по оси X у нас прибыль, то есть количество денег, которые мы можем получать в том или ином сценарии. По оси Y кумулятивная или интегральная вероятность. So I showed you a similar curve earlier when we just talked about yield, but now because of we bring in the economics, some of the curves have shifted. На прошлом похожем графике мы рассматривали именно показатели с точки зрения урожая. Сейчас, так как мы ввели уже экономические переменные составляющие, мы говорим об коммерческой выгодности того или иного сценария, так сказать. So when we compare these cumulative probability distribution function, we call something as stochastic dominance if the curve is completely to the right of any of the other curves. Стохастически доминирующей может называться функция или кривая, если она находится полностью справа от всех остальных. In many cases, we'll find that some of these curves cross over, and in that case, we have to calculate the area underneath the curve, which we call the second order stochastic dominance, to decide which of these scenarios is dominant. Если кривые пересекаются, то этот случай или такую ситуацию мы называем стохастическим доминированием первого или второго порядка. То есть нам нужно все-таки из этих пересекающихся кривых или функций высчитать, какая из них более доминирующая. So I'm getting to the end of my presentation. Also know a little bit that we are running out of time a little bit. So many of the graphs I've shown you here in this presentation actually were generated by DSSAT, and Cheryl in a minute will actually recreate these graphs by running DSSAT and the seasonal analysis. So until now, we've worked in the crop selector, where we basically worked with real experiments. И я уже почти закончил свою презентацию, у нас и время осталось не так много. В любом случае, все эти графики, все эти продукты, которые вы видели в рамках этой презентации, они были созданы на основании системы моделирования DSSAT. И до этого мы с вами работали с crop-селектором. Сейчас мы уже посмотрели, как с экономической точки зрения можно использовать этот инструмент. So now we are going to move into what we call applications. So the first one is seasonal analysis, and we call these applications because we have options where we could compare multiple crops within the same set of scenarios that we analyze. И сейчас мы перейдем к работе с так называемыми приложениями. Первое приложение – это у нас так называемый сезонный анализ. Почему мы их называем приложениями или опциями? Потому что внутри каждого из заданных нами сценариев мы можем варьировать, например, культуру или сорт. So the steps are very similar to when you run a real experiment. So the first step you're going to do is create a management file with showing you different treatments, but they're really different scenarios because they're all hypothetical treatments. Но с точки зрения модели и того, что нужно будет вам делать, все примерно то же самое. То есть нам нужно, как и с культурами, как и с crop-селектором, нам нужно создать файл
в котором описываются агротехнические мероприятия или мероприятия по управлению. So then you're going to run the model for all individual treatments using the long-term historical weather data. После этого нам нужно будет запустить или прогнать модель по отдельным годам на основании тех долгосрочных исторических данных, которые у нас есть. Then we are going to invoke the seasonal analysis program, which is shown here on the left. После этого мы запустим программу сезонного анализа. Она вот у нас тут слева так выделена. Inside this program, we're going to deal first of all with the economic components. So we're going to set the prices as well as the cost. В первую очередь, при использовании этой программы нас будут интересовать экономические параметры, то есть цены и затраты. And then finally, we're going to analyze the results very similar to what I showed you in some of my previous slides. Ну и после этого мы проанализируем результаты полученных, смоделированные результаты, примерно так же, вот как мы с вами на протяжении предыдущих нескольких слайдов делали. And then basically within the seasonal analysis tool, we can look at the biophysical components such as yield, amount of water required for irrigation or nitrogen leaching, and we can look at the economic components separately. И, как я уже говорил, используя этот инструмент сезонного анализа, мы можем с вами проанализировать какие-то биофизические параметры, то есть, например, количество, объем урожая, а также проанализировать изменение ситуации при изменении параметров, например, фильтрации или выщелачивания азота, или, например, при различной степени орошения и так далее. So then this is my final slide. So I want to make sure that when you use DSSAT for decision analysis, although I said earlier that we assume that the models are perfect, we need to still keep in mind that these models are not perfect, and that first of all we need to evaluate, or first of all calibrate and then evaluate the model with local data. И я не устану говорить, хотя в начале своей презентации я сказал, что мы делаем предположение, что наша модель работает нормально, хорошо, все-таки мы никогда, работая с моделями, никогда не должны забывать, что это не идеальный инструмент, и мы должны это учитывать. Again, it's also very important that we make sure that the quality of the input data are good, weather data, soil data, and crop management before we conduct any type of analysis. Перед тем, как мы проводим какой-либо анализ, мы должны удостовериться в том, что наши вводные данные максимально качественные. Это и метеорологические данные, данные по почвам или по агротехническим мероприятиям. I also want to emphasize that DSSAT doesn't really provide the final answer. DSSAT provides different options that allows us to compare different type of management strategies. И подчеркну, что DSSAT не дает нам стопроцентных каких-то ответов на вопросы. DSSAT и соответствующие прикладные программы, они предоставляют нам варианты альтернативных агротехнических мероприятий или агротехнических сценариев, и уже мы сами должны принимать окончательное решение. So again, I want to emphasize that it's up to the decision maker, either a farmer or a politician, to make the final decisions based on the information we provide for DSSAT or a similar type of modeling system. Как я уже говорил, говорим мы то есть, будь то DSSAT или какая-либо другая модель или система для моделирования, ученые не принимают окончательного решения о том, как действовать в том или ином случае. Да? Мы даем им данные, даем, например, фермерам или ответственным руководителям определенные данные, и это они уже принимают решение, что делать, если. And we found in some cases that these systems and these model outputs can actually result in a lot of discussion with our stakeholders, either politicians, extension agents, students, or farmers. And some of our colleagues have referred to these as a discussion support system rather than a decision support system. И результаты такого моделирования могут привести к
дополнительным обсуждением, каким-то дебатом, да, анализу полученных результатов, и поэтому, которые могут использоваться как фермерами, так и политиками или руководителями, или, например, студентами для целей обучения. И поэтому мы все-таки предпочитаем характеризовать или рассматривать нашу модель не как системы поддержки принятия решения, а как системы поддержки обсуждения.